Друзья, всем хорошего дождливого дня. Сегодня у нас 27 января. Я пью кофе. Это дождливый пасмурный день. Мы собираемся как раз к отъезду в это время. Не знаю, когда выйдет этот влог, но вот как раз поделюсь с вами, что мы собираемся ехать в Буэнос-Айрес, через Барселону поедем. Будем в Барселоне, наверное, неделю, ну где-то так получается. Хотим там тоже малышу показать достопримечательности. Самим немножко погреться, переключиться, в общем, и поедем оттуда уже в Буэнос-Айрес полетим. Вот, прямым рейсом. Это короче. Ну и, в общем, хотим немного отдохнуть. Что уж там скрывать. Мы очень хорошо поработали за это время, много всего сделали. Хотим немножечко отдохнуть. Вот. Я пока приехала на объект. Сейчас буду показывать вам Шепелевский. Вот. Внутрь не пойду. Хотим посмотреть со стороны. И вот что понять, почему объект сдается в этом году и в таком вот стадии строительства еще очень и очень сырой. То есть еще устанавливаются окна и система для фасада. Вот где-то вижу, правда, уже стоит вот здесь на первых этажах, где мой палец. Вот стали устанавливать фасад. Очень еще много работы, отделки еще очень много. Я, честно сказать, вообще не представляю, как они в этом году собираются сдаваться в середине года и до конца года передавать ключи. Я вам сейчас покажу. Сейчас поеду еще к Московским воротам. Там покажу вам Талента, потому что мы вот с клиентами как раз смотрим Шепелевский. Талента сравниваем, 19-19 тоже от Element Development. Ну, честно сказать, я очень сильно сомневаюсь, вообще очень сильно жду, когда выполнит отделку, внутренняя отделка будет выполнена. Вот, очень хочу посмотреть, как будет реализована бизнес-класс в исполнении Element Development, потому что есть у них проекты, которые сейчас мы смотрим, те же самые там 1733, и мне бы хотелось бы увидеть, как будет реализован этот дом. Вот, как они решать вопросы с сроками, вот, как будут общаться вообще, потому что это их первые дома в таком классе, вот, и, конечно, нужно понимать, какой накапливает опыт застройщик для того, чтобы дальше вступать в долевое строительство в их дома. В общем-то, мне кажется, что, ну, конечно, все измеряется в рисках, какие риски, какая стоимость квартиры, для чего вы ее смотрите, вот. Еще мне кажется, что этот дом не сильно вырастет в цене относительно того цены, которая есть сейчас. Нужно, главное, не упустить тот момент, когда он будет уже готов. Если он будет хорошо выполнен, то нужно будет вот не упустить этот момент, когда надо будет туда уже в этот дом зайти, потому что как только они завершат, какое-то вот это разочарование людей, оно пройдет, и дальше они просто поднимут цену, если будет круто. Если будет не круто, ну, тут в общем, короче, вот эту границу нужно будет словить. Вот. Вообще, конечно, тут в районе это такая доминанта. Виды оттуда, конечно, шикарные в сторону Московской площади. Ну, а окружение, я скажу так себе. Вот строились они здесь, прям втиснулись в этой локации. Ну, прям втиснулись. Смотрите, маленький небольшой будет двор. Ну, знаете, для многих на самом деле это абсолютно нормально. Посмотрим на дом еще вот с этой стороны. Шепелевский дом премиум класса считается. Я просто читаю рендер. Вот, на ваш суд пока. Пока вообще еще неизвестно, какого класса получится дом. Здесь вот на рендере можно посмотреть, там еще будут арочные окна. Пока вот установка окон идет, фасад. Ну, я так скажу, что он, конечно, больше желтит, чем на рендере. Он был такой более какого-то благородного светлого оттенка, пока желтый. Мне никаких выводов, просто констатация факта. Честно сказать, я пока вот слабо верю, вот вообще мало его рекламирую, и Шепелевский, и 1919, и 1733, вот эти все проекты, очень много пиар-компаний вообще у застройщика изначально было, очень много они маркетинг вообще вложили денежных средств, и тоже это факт, никакие выводы из этого вообще не делаю, но мне кажется, что прям с размахом, вот, и стоимость строительства, башни они сейчас строят на Василиостровской, на намывных территориях, тоже цена квадратная довольно высокая, вот, стоимость строительства, я уже говорила, ниже, чем даже в Аванте, да, при этом
стоимость квадратного метра получается, ну, сейчас уже не выше, сейчас, потому что аван подорожал. Но на старте на намывных территориях показывали очень высокую цену. Друзья, не знаю, пока не верю вообще в реализацию такого проекта за эту цену с такой доходностью, которую рассказывали. В общем-то, Сори, вырежем это. В общем, обещали плюс 30% за год. Не увидела я никаких этих 30% инвестиционной составляющей. Я скептик в отношении элемент девелопмента. Вот, давайте будем смотреть. Сначала посмотрим, как реализуется. Приеду сюда, буду восхищаться и скажу: слушайте, классный дом, за эту цену просто огонь. Вот, пока не надо, риски того не стоят. Вот. Но мы ждем этот момент, когда соотношение, в общем, всех факторов будет в нашу пользу. Сейчас еду в Таленто и проезжаю сейчас одно из очень знаковых для меня мест. Просто очень люблю Парк Победы московской, на Московском проспекте. Просто я, правда, прожила здесь довольно долго, я даже не знаю, ну, меньше 10 лет, ну, вот сколько-то. И для меня такие прям очень важные места, все, что вокруг Московской, Парк Победы. И дальше двигаемся вот так вот в город. Мое движение было, я жила в авиагородке и училась в университете гражданской авиации. Вот, и оттуда стала двигаться в город до Московской, потом до Парка Победы, вот в таком духе, все в сторону города. В общем, немножечко лирического отступления, а сказать вам на самом деле хотела, разворачиваю камеру, про это место. СКА-арена построилась не очень давно, я думаю, тоже многие об этом слышали. Трагично разрушили старый стадион, построили новый, довольно красивый, вот такой громоздкий, масштабы, конечно, впечатляют, рядом с ним стоишь, чувствуешь себя просто какой-то маленькой песчинкой. Красиво. И здесь насущее место напротив, через Кузнецовскую улицу. Она вот, я сейчас подъезжаю, вот прямо передо мной Кузнецовская улица, я прошу прощения, но останавливаться я не буду, потому что идет дождь. Вот. Я вам из машины расскажу по ходу движения, я думаю, даже так может быть просто динамичнее. В общем, всю эту территорию выкупил Settle City, выкупил таки, хочется сказать, потому что вся вот эта территория, давайте еще на карте, может быть, покажу кусочек, я как раз просто еду. И эта вся территория принадлежала Bonnavi, скандинавскому застройщику. Вот она вся справа идет до Благодатной. Впереди мы видим ID. Вот серый слоновой кости цвета. Это ID Парк Победы от Евроинвест Девелопмента. И все, что справа, эта территория принадлежала Bonnavi. Вообще, не то, что принадлежала, Bonnavi планировала здесь застраивать, и они вели здесь переговоры по приобретению этой территории. В общем, Settle City после ухода Bonnavi забрал инициативу, и эта территория будет застраиваться Settle. Вот такая новость. Я думаю, многие будут рады на самом деле этой новости, потому что многие ждали вообще здесь что-то интересное. После того, как они построили Парк Победы, Settle тоже City, вот, ничего здесь особо тоже. И ID тоже дорого строился довольно, и не всем нравился вообще, в принципе, формат этих домов, квартир, и сама Благодатная, то, что здесь вот довольно шумно, до Витебского, вот, пыльно и пешком. Ну, в общем-то, та территория, на которую я вам сейчас показала, она, конечно, поинтереснее. Вот, казалось бы, напротив, через дорогу, но поинтереснее. Вот так застраивается Парк Победы. Будем ждать пресейла, когда объявят о том, что
проект готов, потому что в конце прошлого года объявили о сделке, о том, что она совершилась, вот, и это уже радует. Вот, я сейчас доеду до Талента, покажу вам готовность Талента, готовность проекта тоже в 2025 году, который сдается, сравним просто с шепелевским, который я вам показала, и поймете, о чем я говорю, почему я говорю о том, что риски пока не оправданы. Вот. Кстати, я 10 минут загрузила навигатор, всего 10 минут мне ехать от Московского до Московских ворот. Вообще, конечно, транспортная доступность в Московском районе, кто бы ни говорил про пробки, хорошая. Вот, посмотрим. Очень хотим увидеть проект Ацетла. На связи. Сейчас я вам покажу Талента. Так, ну что, сейчас я вам покажу, как выглядит Талента. Я здесь уже была, показывала вам внутри, как идет строительство. Вот, и сейчас хотела показать, смотрите, какая у нас готовность. Да? Вон есть кирпичи, потому что там во дворе будет еще один от них же проект от Физики Development. Вот там вот, где у нас выглядывается такая бутылочка, вот там. Вот, и я думаю, что здесь, конечно, обновится окружение и, конечно, архитектура, которая здесь сейчас такая присутствует, очень сгруженная, скученная такая. Конечно, здесь и бизнес-центры, и какие-то магазины не очень понятные. Вот, монтируют окна, фасады делают. Но это только один, правда, корпус, второй еще пока стоит у нас в бетоне раздетый. Но мне кажется, что здесь хотя бы уже понятно, что картинка совпадает с рендером. Смотрите, как... Ой, не знаю, передается ли в камеру, но мне нравится вживую, прям красиво. Большое остекление, очень красивый оттенок кирпича. И вот там тоже процесс. Мне кажется, что здесь все успеют все сделать вовремя, и будет красиво. Впереди у нас улица Коли Томчака, и там у нас планируется еще один проект от Вертикаль. Я вам его обязательно тоже опубликую в телеграм-канале для того, чтобы понимать, что сейчас выходит вообще в комфорт-классе. Довольно симпатичные тоже рендеры, беспроигрышный вариант, мне кажется, кирпича, как и здесь. Потому что, конечно, навесные фасады, которые мы видели на Шепелевском, они, конечно, такого разного абсолютно могут быть оттенка и выглядеть по-разному. Вот, в общем, покажу. На Коли Томчака еще один дом. Народу здесь, конечно, просто тьма. Вообще очень много людей. Откуда они все идут, не очень понятно. Ну что, вот мы и в Буэнос-Айрес. Хочу маленькую частичку своего влога обычно о работе разбавить нашими буднями. Расскажу вам быстро. Это суд. Сюда мы сейчас ходили. Там снимать нам нельзя. Здесь на каждом этаже свой суд. Здесь мы сдаем в основном документы. А там красивый суд у нас вот там. Там уже все как положено, с судьями, непосредственно судьи сидят, я так понимаю, все-таки там, а здесь у нас сдача документов. Здесь вообще очень классная площадь, потому что здесь сразу, мне кажется, все достопримечательности этого города собрались. Можно посмотреть на вековые деревья, на самый наш любимый театр Колонн. Просто выдающиеся произведение искусства, архитектуры, такой очень красивый внутри, вообще очень красивый театр. Нас ничем, конечно, не удивить такой архитектурой, но здесь все-таки такое очень смешание разных стилей. Смотрите, историческое, и что-то новое, и совсем такой какой-то советской постройки. Ну, наверное, я бы с этими вот упорчатыми кондиционерами сказала, что это что-то из советской истории. Вот наши секретариаты сидят здесь по этажам. Мы хотим пройти сейчас к обелиску,
Владимир. Мы хотим сейчас пройти к главной достопримечательности города, к обелиску. Мы делали там фотографию, когда еще были без Матео. Здесь это так, так, знаете, мило, символично для нас. Мы хотим сделать фотографию теперь совместную. Мы проходим мимо театра. Красивейшее здание. Очень хотим сходить в театр. Надеемся, что выдастся в эту поездку, у нас может быть такая возможность. Смотрите, какой там красивый балкончик. Солнце светит, погода шикарная. Мы наслаждаемся солнцем, делаем дела. У нас такой отпуск, наверное, это громко сказано. Но мы решили, в общем, все соединить, немного отдохнуть, провести этот февраль петербургский, который обычно очень холодный, мокрый, пасмурный, в ожидании весны все томятся. Мы хорошо поработали, решили, что мы этот февраль проведем в теплой нашей любимой солнечной Аргентине и поделаем здесь дела. Матео, конечно, здесь просто кайфует. Каждый день он гуляет, обнимает деревья, бегает по траве босиком. В общем, наслаждается. Мы смотрим на него, тоже думаем, вот что значит Родина, да. Для него же эта страна, его рождение, наверное, все-таки это что-то значит. У него просто в крови любовь к этой природе, потому что он прям бегает с такими глазами. Но в Аргентине очень красивые деревья, очень красивая природа, поэтому здесь грех ей просто не наслаждаться. Смотрите, какое красивое кафе. В городе вообще, конечно, очень классно. Так все плотно. Кстати, вот и обелиск, вау! Вау! Какой здесь классный вид. Сейчас будем делать памятную фоточку, но не без этого, конечно. Тут же и бездомные, и стоянка для байков, и какие-то... Я как Мерлин Монро тут буду, там воздух. Он что-то уронил? Нет? Что-то упало. В Барселоне я совсем не снимала, да, Володя? Мне кажется, в Барселоне мы адаптировались под путешествие с ребенком. Вот пытались найти что-то среднее. В общем-то, я в Инстаграм много выкладывала и фотографий, и посты писала на эту тему. А сейчас мы отдохнули, немножко пришли в себя, так успокоились, и вот появилось желание немного вам поснимать. Смотрите, смотровая какая. Давай туда поднимемся? Нет? Коляску мы внизу, наверное, не оставим, да? Матюшка тоже хочет наверх. Это как-то сбоку, наверное, надо подниматься, нет? Там маленькие. Потому что его закрыли. Внизу, вот там. А мы где были? Мы вот там в прошлый раз фотографировались. Класс. Сейчас мы сделаем фотографию.
Так солнечно. Ну вот он, Буэнос-Айрес. Мне кажется, здесь во всей красе. Куча каких-то магазинов, рестораны, движуха, проспекты. Самые широкие проспекты мира. И вот такой Буэнос-Айрес.